Друзья, всем привет! Вы на канале Календарь Рыболова. Меня зовут Алексей. Я сейчас нахожусь не в землянке, не на рыбалке. Сегодня моя задача протестировать вот эту печь-буржуйку, которую прислал мне мой подписчик. Он попросил меня проверить ее в работе, для того, чтобы у него появилось понимание, стоит ли заказывать ее для своих целей. Я установил свой старенький шатер, в котором жил в лесу, когда начинал строительство своей землянки. И вот сейчас хочу в нем проверить на работоспособность вот эту вот печку-буржуйку. Сразу скажу, что это не реклама, я не собираюсь говорить, кто ее производитель. К тому же я уже обнаружил несколько ее недостатков довольно серьезных. Как видите, испытания происходят в довольно реалистичных условиях. На улице небольшой мороз, ветерок. Шатер я установил на растяжке, поэтому он относительно крепко держится. Но вот эти вот стены, которые привязаны на веревочках и на липучках, они, конечно, всегда норовили куда-нибудь улететь. Сейчас ветер успокоился. Но, как видите, вот эти вот огромные щели, куда выходит труба. Вот это единственный угол, который, в принципе, не продувается, потому что вот эта и вот эта стенка с окнами, она цельная, она одним куском. А все остальные углы, они закреплены на вот таких липучках. И, в принципе, ну вот здесь можно руку просунуть. И вот на таких веревочках. У меня была очень интересная идея, и мне очень хочется ее воплотить. Это использовать такой шатер для зимней рыбалки. Это, конечно, будет номер люкс для рыболова, причем и не для одного. Здесь, я думаю, без проблем можно поставить 3 раскладушки, начиная зимняя рыбалка, печка. То, что надо для рыболова в зимниках. Но его нужно очень сильно доработать. Я прекрасно понимаю, что на зимней рыбалке, на открытых больших водоемах ветра разгоняются такие, что эта палатка может улететь в считанные секунды за горизонт. Но если ее хорошенько закрепить, сегодня был неплохой ветер. В принципе, сам каркас выдержал. Закрепить на льду не такая большая проблема. Можно пробурить лунки, вставить в лунку палку сантиметров 30 длиной, по центру к ней привязать веревку. И уже в воде подо льдом развернуть ее, чтобы она зафиксировалась в лунке. И максимально крепко прочной веревкой привязать по углам все стороны шатра. А для того, чтобы устранить вот эти вот отверстия, все части стенок можно между собой прошить, проклеить и сделать цельный такой полностью стенку, 4 стены. И соединяться она будет вот так змейкой в одном месте. В принципе, было бы неплохо. Вот эти стойки регулируются по высоте. Здесь есть фиксатор и отверстия, с помощью которых можно менять высоту. Поэтому можно опустить ниже, чтобы так много тепла не требовалось на обогрев. Потому что здесь я хожу, вот какая высота, полный рост, без проблем, столько не нужно. А заодно получится такая ветровая юбка, потому что высота уменьшится, соответственно, тента станет с запасом. Он и так сантиметров 10-15 сейчас с запасом. Я пытался его придавить кирпичами, дровами, но ветер был сильный, все повырывало. Ну и уже на водоеме вот этот излишек тента от стены можно будет засыпать снегом, и не будет поддувать уже и ни снизу, ни сверху, и ни сбоку. Так что у меня теперь вопрос к опытным рыболовам-зимникам. Как вам эта затея из этого шатра сделать люксовый номер для рыбалки? Или это неудачная идея и не стоит с этим заморачиваться? Установить такой шатер в одиночку на льду, в мороз, да еще и в сильный ветер, это практически нереально. Думаю, даже если пытаться его ставить вдвоем, то все равно должны быть идеальные условия, безветренные, довольно тепло, потому что в сильный мороз и в ветер даже обычную палатку, которая автоматически раскладывается, бывает не так просто установить.
Напишите в комментариях свое мнение по поводу моей затеи. Эта печка за счет такой трапециидальной формы довольно вместительная в плане загрузки дров. Нижний ряд можно полностью заложить дровишками, второй ряд разжечь, и будет вверху активно гореть и постепенно выделяться пиролизные газы из нижних дров, и будет довольно долгое горение. В принципе, буржуйка нагревается моментально, жара от нее очень много, поэтому в этом плане никаких претензий к этой буржуйке нет. Единственный момент, что я показывал, как она пыхтит прямо огнем об обратку, вот в эту вот в поддувало. Причем, когда открываешь дверцу, то все в порядке, все нормально работает. А когда открываю поддувало, вылетает и пламя, и дым, сразу все задымляется. Может быть, из-за того, что ветер сильный был, может быть, не знаю, может быть, я что-то не так сделал с дымоходами, поставил вот так на 2,45 уголка, просто так удобнее было вывести. Ну что, сейчас вроде бы все в порядке, хорошенько так гудит, ни огонь, ни дым сейчас не выстреливает из поддувала. Может быть, ветер поменялся, потому что нельзя сказать, что она прогрелась она уже очень давно, но все равно был такой эффект, что из-под дувала вылетал огонь и дым. И вот здесь у меня попала в шатер маленькая капустка, которая не дозрела. У меня сначала была мысль в качестве испытания печки сорвать эту капустку, поджарить ее, потушить, или может сделать пирожки с капустой. Но я так подумал, что она, наверное, уже вся промерзшая и будет невкусная. Ну а тест с приготовлением пищи я все равно хочу сделать, насколько она хорошо прогревается, проверить, как на ней готовить. Кстати, здесь видно вот точки, где приварены вот такие листы металла. Получается, огонь идет вот так, потом возвращается назад и потом уже выходит в трубу, что делает ее более эффективной. Ну что, я не знаю, сейчас вроде бы все неплохо. Но когда вылетал дым из поддувала, это сильно напрягало. Хорошенько отдает тепло, но просто очень горячее. Даже в полностью вот таком продуваемом помещении, можно сказать, намного теплее, чем на улице. Ну а сейчас проверю, как разогревается поверхность для приготовления пищи. Я принес сковородку. Сейчас растоплю сало и поджарю яичницу. Да, вот только что опять пробовал прикрыть дверцу. И снова начинается вот это вот выстрелы из поддувала. Сейчас вроде бы не критично, но все равно искорки немного вылетают. Дыма вроде бы нет. Я не пойму, запах стоит такой, аж голова начинает кружиться. Ну, изначально, наверное, это обгорала вот эта вот оцинкованная труба. Я понимаю, что для буржуйки это не лучший вариант, но нержавейка сильно дорого. Вот. Еще одна проблемка я заметил. Конденсат. Труба собрана по дыму, то есть одевается каждая часть сверху, и получается, что дым как бы без проблем уходит вверх, а конденсат, который образовывается от влажных дров или даже
В сухих дровах может быть конденсат, не в такой степени, конечно. Но он стекает обратно, и вот в эти вот зазорчики может вытекать. И вот он попал на печку, и тоже такой неприятный запах. Я так понимаю, что конденсат образовывается в трубе только тогда, когда печь работает в режиме тления. Очень медленно, когда полностью закрыто поддувало. А когда она кочегарит нормально, то такой проблемы не возникает. В трубе сильный жар, и все это дело опять испаряется и вылетает в трубу. В общем, сейчас раскочегарилось. О, опять начинает огонь сюда выбрасывать. По-моему, это не есть хорошо. Вместе с огнем может и вредные газы какие-то выбрасывать сюда. Ну вот, разогрелось неплохо. Сало шкварчит. Можно разбивать яйцо. Прикрою поддувало. Сковородка чугунная, она уже хорошенько разогрелась. Да, потому что запах ощущается, что сюда даже глаза режет. В общем, надо с этим что-то делать. Пока не знаю, что именно, почему так происходит. Я думаю, что однозначно это не из-за ветра. То, что задувает в трубу. Ветер поменялся, сейчас дует в другую сторону. Да, в принципе, труба, как положено, немного выше конька. Ну вот. Печь отлично прогревается для приготовления еды. Но вот надо что-то делать с этим поддувалом. Потому что мне это совсем не нравится. Сейчас вот прямо аж глаза слезятся. Выбросила сюда и дыма, еще может что-то там, какой-то угарный газ. Вот. А что именно делать, я пока не знаю. Ну вот и готово. Быстренько поджарилась. Ну вот, заодно и поужинаю. Приятного аппетита. Да, забыл еще кое-что показать на этой печке. Вот такой вот или уголок, или пластина приваренная. У меня единственная мысль, для чего это сделано. Можно установить на нее вот так кирпичи, которые будут нагреваться и отдавать тепло, работая теплоаккумулятором. Когда дрова прогорят, кирпичи будут какое-то время остывать и отдавать тепло. В общем-то, очень полезная функция. Ну а в целом по этой буржуйке у меня нет однозначного мнения, потому что есть как плюсы, так и серьезные минусы. Поэтому, Андрей, смотрите сами, я показал, что к чему, как работает. Думаю, что в ваших условиях все-таки лучше заказать уже однозначно четко работающую печку, чтобы не дорабатывать ее уже по месту. Ну а там решайте сами. В общем, вот оно, как есть, так показал. Спасибо за печку. Если придумаю, как ее доработать, устранить ее недостатки, то обязательно сообщу. Ну а пока вот так. Ну и на этом буду с вами прощаться. Всем добра и мирного неба. До встречи в следующих видео. Пока-пока.